Одноклассниках, в Инстаграме, с Ютуба конечно, сайта zkbv.ru. То есть запомнить нас очень легко. Это первые буквы, аббревиатура здоровье, красота, благополучие, свивасан. И вот эти латинские буковки, они как раз это и означают. Вот такая у нас была придумка, когда мы захотели просто ЗКБ поставить, это было уже занято, то есть вот этот логин. Поэтому тут очень удачно прибавилась буква В как раз. Здоровье, красота, благополучие, свивасан. И вот получилось zkbv.ru. Ну, РУ, потому что мы вещаем из РУ, из России, из Рашена, да? Вот, сегодня мы будем обсуждать тему очень важную для всех. И вот смотрите, дорогие участники, во-первых, спасибо участникам, что все пришли. И пока люди начинают нас смотреть и потихонечку подключаться, мы с вами должны рассказать людям как бы свои боли. Да, значит, кому интересно сейчас? Интересно свое собственное состояние, да, и как понять, что у меня там где-то все у меня нормально или нет, да. Поэтому мы будем, я начну, потом Лидия Митрофановна, и все, что вы почувствуете, что мы не засказали, да, задаем вопросы. Ну и пока подключаются все, добрый вечер, дорогие друзья. Пожалуйста, напишите, хорошо ли нас видно. Плюсики поставьте, не ленитесь, пожалуйста, поставьте, чтобы мы понимали, что нас видно. Хотя первый вопрос обычно, слышно ли нас. Ну, тут, собственно говоря, и то, и другое важно. Угу. Жду плюсиков хотя бы каких-нибудь. Так, вижу, все, спасибо большое. И хорошо ли нас слышно? Хороший ли звук, все ли в порядке? Потому что тема сегодня очень такая интересная абсолютно всем. На сегодняшний день. Угу. Спасибо, отлично, плюсик, восклицательный знак, все увидели. Хорошо. Все, полный эффект. Угу. Ну и еще раз, все уже подключились, всем добрый вечер. Он должен быть добрый. Если мы сидим, если мы смотрим в экран, значит, у нас все хорошо. И тема сегодняшнего нашего прямого эфира интересна абсолютно всем. То есть я думаю, что нет на планете такого человека, которому бы не интересен был бы тот вопрос, который мы будем сегодня обсуждать. Представляете? Глобальный вопрос, который интересен буквально всем. Как вы думаете, что же это за вопрос такой? Кто напишет этот вопрос? Посмотрите, пожалуйста. Да, что это может быть за вопрос? Так, ну хоть кто-нибудь напишите, какой-то может быть вопрос. Телефон выше. Угу. Ну, здоровье, да. А вот если сформулировать вопрос-то, что больше всего интересует сейчас человечество и каждого человека? Ну, там на самом деле два вопроса. Первый вопрос, ну вот уже наконец-то. Первый вопрос, когда это кончится? Вот этот вопрос, который интересует абсолютно всех. Но тут, к сожалению, с этим вопросом нам не справиться. Боюсь, что на сегодняшний день нет такого человека, но кроме только Господа Бога, который мог бы ответить на этот вопрос, когда же это кончится. А еще вопрос, который касается каждого человека. Ну, какой это может быть вопрос? Так, как сохранить здоровье, как быть здоровым? Угу. И что со мной сейчас? Вот он, что со мной сейчас. Потому что, если я вам сейчас задам такой вопрос, дорогие друзья, как вы ответите? Ну и участники нашей встречи, потому что это эксперты и консультанты компании Vivasan и эксперты в области того вопроса, который мы будем сегодня обсуждать, это биопульсар. Конечно же, чуть позже мы о нем скажем. А вот вопрос такой. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас люди, которым казалось, что у них уже, я не говорю о тех, кто переболел, что у них уже либо был это воспалительный процесс, либо он только-только начинается, либо он начинался, но я его остановила. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, кто так подумал, кто
как бы вот у кого была эта мысль, ой, кажется у меня, а вдруг у меня, а вдруг сейчас и до меня добралось. Поставьте восклицательные знаки. Так, среди участников что, нет таких? Я первая, которая восклицательный знак буду ставить. Потому что уже, как бы мы ни старались держать себя в руках, но все равно такое ощущение есть. Да, ну да, Юль Сафонова уже справилась, слава тебе, Господи, и уже целую программу, так сказать, записала, как она справлялась с ковидом. Так, Жанетта чуть-чуть, так, понятно. Ну, ребят, да, вижу, конечно, потому что даже если не о себе, то если у ребенка там или у близкого человека где-то там кто-то засопел или показалось, что температура чуть повышенная, мы, конечно, очень боимся всего этого. Хотя на сегодняшний день серьезная проблема, никто не спорит об этом, но все абсолютно говорят, что, во-первых, это дело такое выборочное, знаете, как снаряды летают, так и вот эти вирусы летают, а во-вторых, все-таки иммунитет и внутреннее состояние здоровья – это крайне важно. Итак, правильно, мы сегодня уже начинаем говорить вот о чем. Нам очень интересно, что же со мной происходит, чтобы не заболеть или чтобы, если вдруг что-то будет, чтобы переболеть в легкой форме и, не дай бог, вот до серьезных каких-то осложнений дело не дошло. И для того, чтобы понять, что же со мной сейчас происходит, в каком я состоянии, что нужно делать? Скажите, пожалуйста, кто, будучи в нормальном состоянии, более или менее, да, уже задумывался о том, как бы мне узнать, вообще все со мной хорошо или нет, и каким образом вы это узнаете? Вот что со мной сейчас, да, все ли правильно, чтобы быть здоровым. Что это может быть в первую очередь? Да, совершенно верно. Нужно сдать анализы, да, то есть, а чтобы анализы сдать, либо в платную куда-то идти, какую-то клинику, либо идти к доктору. Да, симптомы, а если их даже вот, мы же можем придумать эти симптомы. Психосоматику никто не отменял. Угу. Так, хорошо. Сдать анализы, сходить к доктору. К какому доктору вы пойдете, я, правда, не знаю, потому что я мало знаю людей, которые по своей воле, будучи здоровыми, идут в поликлинику, чтобы там посидеть и чего-нибудь набраться. Но КТ вообще глупость жуткая, и пока ничего нету, лучше не светить себя. Ну, короче, иначе говоря, хотелось бы посмотреть, а это анализы, это чтобы доктор послушал, посмотрел и прочее, для того, чтобы сказал, все ли в порядке. А что мы смотрим еще по анализам? Что еще является вот этим проводником здоровья или признаком здоровья? Это разумное сочетание витаминов, микро- и макроэлементов, да, это первое что-то. А это очень серьезно. Я вот недавно так по случаю сдавала анализ крови, из вены у меня брали по нескольким параметрам. Я не буду как бы вам говорить, какие это параметры, но я могу вам показать вот эту партитуру, если видно. Вот жирным шрифтом, вот их всего тут несколько, 7, по-моему, все разных, ну да, раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6. Нет, тут их побольше, конечно, но тем не менее. Стоило это 12 700 рублей. Ну, как бы это только просто посмотрели, что там у меня было в этот день. Но это первое, да, это о цене. Это как бы не самая большая цена, скажем так. А если вообще все просмотреть, сложно. Итак, первый вопрос. Что делать, чтобы сохранить свое здоровье? И вот вы нам отвечаете... Так, принятые нормы. Ну да, то, что принято, да, совершенно верно. То, что принято, мы по нормам это как-то и смотрим. То есть должно быть в организме сбалансированное количество, ну я грубо говорю, не как врач, а говорю как обычный человек, как я себе это представляю, сбалансированное гармоничное сочетание витаминов, микро- и макроэлементов, и тогда я как бы надеюсь, что мой организм как-то работает. Что для этого нужно сделать? Чтобы вот организм работал, за 5 минут это, к сожалению, не сделаешь. А что нужно для этого сделать? Напишите, пожалуйста.
Ну, чтобы быть более или менее в форме, в здоровой форме, неважно в каком возрасте. Что нужно для этого сделать? Так, здоровый образ жизни – это что? Что такое здоровый образ жизни? Так, правильное питание, без вредных привычек, ну да, мое любимое. Угу. Движение, да, воздух, конечно. Занятия спортом, ну, не всем это можно, да, ну, или фитнес, или спорт, ну, хотя ходьба, да, Жанна, это твоя любимая ходьба, и моя тоже любимая, потому что это важно. Правильное питание, ну, и витамины, да, совершенно верно, и чтобы следить за тем, чтобы у тебя как бы вот всего хватало в организме. Это называется каким словом общим? Можно хором, можно написать все. Да, это, конечно, королева. Это королева профилактика называется. И, как у нас говорят, очень часто в Швейцарии лечатся за полгода до болезни. Мы сейчас вам покажем, что для этого придумано. А у нас, к сожалению, менталитет за 5 минут до смерти, чтобы все помогло. Вот как бы сейчас, наверное, очень страшный такой случай. Это профилактика. Хорошо. Поскольку мы понимаем, что даже на очень здоровый человек тоже не застрахован ни от чего, и он может точно так же как-то вот где-то что-то схватить. Как сделать, вот сейчас главный будет вопрос, таким образом, чтобы поймать это заболевание или проблему на самой ранней стадии, прям в самом начале, что для этого нужно сделать? И если вдруг, чтобы не было осложнений, и если вдруг все-таки оно есть, как сделать так, чтобы побыстрее справиться с этим? Или как понять, в какой области у меня сейчас возможно проблема, еще ее нет, возможно проблема. Так вот, есть такой аппарат, уникальный совершенно аппарат, который называется биопульсар-рефлексограф. Это немецкий аппарат, созданный Мартиной Грубер. Это известный доктор не только в Германии, во всем мире. И группа врачей, это были и китайцы, и индусы, по китайской технологии, по точкам, по акупунктурным точкам руки, все это знают, конечно, это не буду рассказывать. Они создали такой аппарат, сертифицировали, в Германии сертифицировали, естественно, а это очень сложно, и который может проводить исследования человека по акупунктурным точкам. Выделены были 43 точки на ладони. И вот когда человек просто прикладывает руку на этот аппарат, сейчас вам Лида Шунина покажет, что это такое, за несколько секунд это выводится на компьютерный монитор, и мы можем увидеть. А вот что мы можем увидеть, она сейчас вам расскажет. Итак, мы сконцентрированы на главном вопросе. Я могу за несколько секунд, положив и за совсем небольшие денежки, совсем небольшие по сравнению с тем анализом, который даже я делала, 12 700, это где-то в районе 10 марок. А это, в общем, совсем другая цифра. Положив руку на плато, можно сразу увидеть состояние организма. А вот каким образом, вам расскажет Лидия Шунина. Лидия Шунина – это человек, который работает уже 9-й год в области биопульсара, проводит измерения. Обучались все мы, да, ну и в том числе Лидия Митрофановна, обучались лично у Томаса Гетфрида. Мы проходили обучение, где нам преподавала лично Мартина Грубер, и она заняла дважды второе место в мире Вивасан. Первое место, кстати, у нас тоже тут присутствует Людмила Александровна Чибисова. Не хотите камеру включать, да? Первое место в мире Вивасан по вивапати, так называемой, по измерению на биопульсаре. Вот, Лидия Митрофановна, пожалуйста, передаю вам слово. Итак, что же такое биопульсар? И
Покажите. Мы еще, кстати, кто досидит до конца, мы вам покажем в живом виде, то есть вот прямо в прямом эфире вы сможете увидеть, как меняется аура, как меняется этот организм, который мы видим сами. А на самом деле, сейчас я скажу одну фразу, которая мне очень понравилась в городе Орле. Ну, мы все знаем, что такое аура, да, мы в принципе, да, знаем, но до конца все равно не верим, она вообще есть или нет. Ну вот есть. И вдруг лет 18 назад появились компании, которые делали фотографии. Сначала мы видели фотографии, там яблочко целое или яблочко надкусанное, и вокруг вот это свечение. Яблочко целое, вот прямо ровненькое свечение, а надкусанное яблочко или там выщербленное, там была как бы ямка, да, нарушенная аура. Ну, понятно. Мы видели изображение святых вот с этой аурой. Ну, тоже это как-то все как в сказке. Не очень верится, да? Так вот, смотрите, когда появились первые фотографии человеческой ауры, то есть на специальных аппаратуры, которые можно было увидеть, для нас всех это был шок. Но это была застывшая картинка, а аура меняется каждое мгновение, то есть она перетекает, она как бы двигается. Но тем не менее, даже эта фотография, это было совершенно чудо какое-то, когда мы увидели, как это можно. И вот в Орле заходит одна женщина, и ей эта девочка предлагает: вы не хотели бы посмотреть на биопульсаре свое состояние? Она говорит: ой, вы знаете, у меня есть мой собственный экстрасенс, который мне рассказывает, видит все и рассказывает, что там со мной происходит. Послушайте, какую фразу она ответила. Она говорит: ну, понятно, а вы не хотите увидеть так, как видит ваш экстрасенс? Она говорит: а, да, это интересно. Так вот, мы сегодня вам это покажем. Как движется, как меняется, почему меняется, каким образом, да? Вот вы все это увидите в прямом эфире. Лидия Митрофановна, извините за длинное вступление, но всегда, я до сих пор нахожусь в восторге от этого аппарата и от его возможностей. Прошу вас. Спасибо большое, Васильевна. Я немножечко просто хотела бы всем напомнить, что такое акупунктура и вообще, почему биопульсар стал таким уникальным. Почему на сегодняшний день он настолько сейчас, в данный момент времени, важен для всех абсолютно нас. Прежде всего потому, что вот эта теория акупунктуры, все, наверное, уже слышали, знают, читали много, она возникла 5000 лет назад. А в Европе основоположником этой теории, вот именно акупунктуры, стал ученый, это Уильям Фиджеральд, это 1872 год где-то. Его учение воспользовались наши ученые, это Иван Павлов, и также у нас еще есть такой был Владимир Бехтерев, который занимался мозгом. Поэтому теория акупунктуры, она явилась основой для создания этого прибора. Почему еще? У нас есть на ладони, да, я немножечко хотела бы попросить Людмилу Яковлевну рассказать о конгрессе, который был, и она присутствовала на нем по акупунктуре. Расскажите, пожалуйста, Людмила Яковлевна. Значит, в ноябре 2017 года мне и менеджеру компании «Вивасан» на Курде Наталье Алексеевне посчастливилось принять участие в 8-м международном конгрессе, который проходил в Киеве. Тема конгресса – это здоровье, удача и благополучие. Там было представлено 120 направлений, 120 направлений по восстановлению и по развитию человека, то есть разные методики. Участвовало 22 страны мира. Это были представители Австрии, Германии, Польши, Чехии, Индии. Ну, например, вот просто так, чтобы, насколько это серьезно, Датская академия человека и природы, это королевство Дания. Международная организация «Натуропатия без границ», это Германия. Европейское сообщество натуральной медицины, это Польша. И цель конгресса это был обмен опытом в области целительства, психологии и комплексного здоровья человека.
Наша тема называлась «Использование прибора биопульсар в компании Vivasan для тестирования состояния здоровья человека». Мы говорили о том, что в данном тестировании соединяются три направления. Три. Это первое, это технологический прибор, разработанный немецкой ученой Мартиной Грубер, то есть это Германия. Второе, это программы диагностики и оздоровления, разработанные учеными-медиками Австрии. И третье, это продукция, выпускаемая 6 заводами Швейцарии по рецептурах потомственных врачей-драгистов. Биопульсар произвел очень большое впечатление. В настоящее время они приобретены и используются в Харькове, в Киеве. Это очень интересные методики, там целительские разные практики используются, и такие люди просто, я могу сказать, ученые, это доктора медицинских наук, это такой известный, всемирно известный Харприт Синхира, это индус, это доктор медицинских наук, там очень много регалий, то есть он наблюдает вот эти исследования даже на биопульсаре, то есть они умеют работать руками, и вот до, после, ну там целые практики. А в 2018 году уже мои партнеры выступали на 9-м международном конгрессе с темой «Воздействие эфирных масел компании Vivasan на человека». И были показаны многочисленные исследования, и все положительные результаты очень хорошо видны на биопульсаре. То есть это целое исследование до применения эфирных масел, после применения. Это с картинками, это с фотографиями там с биопульсара. Вот. Поэтому очень оценен наш биопульсар такими светилами, я могу сказать. Организаторы конгресса – это Европейский институт исследований и образований во главе с академиком Волошиным Дмитрием Анатольевичем. Это тоже доктор медицинских наук, и он там академик Академии естественных наук Ганновера, там очень много тоже регалий. То есть очень оценили и пригласили нас. И мне хочется сказать слова Амосова, что врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Вот что мы, в общем-то, вам и предлагаем. Благодаря биопульсару, благодаря нашим знаниям, благодаря... Спасибо большое. Спасибо. Я единственное хочу что дополнить, еще вот немножечко дополнить. Всемирная организация здравоохранения, она признала медицинским вот эту рефлексотерапию, то есть теория вот этой рефлексотерапии сейчас является как медицинское направление. И более 300 заболеваний лечатся уже благодаря вот этой методике, которая сейчас есть в мире. Поэтому у нас с вами есть уникальнейший прибор, который выглядит подобным образом. Вот это прибор биопульсар рефлексограф, о котором мы уже так много говорим. На нем находятся 2 руки, как золото 24 карата. Это говорит о очень-очень высокой чувствительности данного прибора. Но самое главное, у нас есть акупунктурные точки. Они находятся на руках, на стопе, на луке. Мы используем в данном случае руку, левую руку. Самое главное то, что мы измеряем, с какой энергией работают наши органы. 43 органа одномоментно за 1 минуту. Ольга Васильевна уже говорила, что анализы сейчас это очень все дорого, что мы, во-первых, тратим свое время, сидим в очереди, а тем более сейчас кругом одна инфекция, то биопульсар не требует никакой подготовки. Мы просто приходим, снимаем украшения, моем руки и
и садимся к консультанту, который работает за этим прибором. Это первое. То есть не требует подготовки. Затем, благодаря программам, которые находятся и отработаны уже в этой системе, мы видим сразу интерпретацию, которую дают ученые Европы, и рекомендации, которые дают врачи практики. Сейчас мы с вами чисто практически посмотрим, как это делается. Я включаю все это. Сейчас мы с вами и посмотрим. Демонстрацию экрана включим. Лидия Митрофановна, а давайте мы дадим слово людям, которые... Ну вот сейчас вы покажете картинку, как это все выглядит, да, и что это такое. Потом дадим слово нашим экспертам, которые проводят также измерения энергии и дадут какие-то результаты, да? Или результаты в конце? Да. В конце результаты? Нет, давайте мы сейчас это все скажем. Ольга Васильевна, я просто хочу показать. Да. Я начала говорить, что мы увидим на экране. Мы увидим ауру, мы увидим графики, которые показывают, с какой энергией работает ваш орган. Все мы видим здесь, сейчас я вам покажу. Вот эта зеленая черта, видите, вот зеленая черта, да, все видят зеленую черту? Да. Я рисую карандашиком, да, показываю. видно. Теперь еще смотри. Эта зеленая черта – это оптимальная энергия, с которой должен работать орган. Если орган работает в повышенном режиме, и мы сейчас будем это видеть, я положу свою руку, потому что просто клиентов здесь нет. И мы увидим, если орган работает в повышенном режиме, значит, это можно сравнить с чем? Прежде всего, это можно сравнить с работой двигателя машины. Значит, каким образом? Если двигатель работает в повышенном режиме, то впоследствии он выходит из строя. А если он работает... Лидия Митрофановна, секундочку. Алло, секундочку, подождите. Ребят, выключите, пожалуйста, микрофоны все, у кого включено, кроме Лидии Митрофановны. А то помехи идут, очень все слышно. Чувствительно. Сейчас выключу у всех. Угу. Да, Лидия Митрофановна, извините. Дальше. Вот. И поэтому мы по графикам, и я вам покажу потом, как мы будем смотреть эти графики. Но самое главное, мы говорили вначале, сохранить здоровье. Этот прибор видит проблемы в органе за 2, 3, 4 недели. И иной раз, знаете, приходится что? Допустим, человек совершенно, как сказать, он приходит на измерение, он говорит, я прекрасно себя чувствую, у меня ничего не болит. И что мы видим? А я говорю, у вас проблемы, вот вы знаете, у вас вот здесь повышен уровень энергии, там, или понижен уровень. То есть мы начинаем разговор вести. Он говорит, не может быть такого, у меня ничего не болит. Ну и был однажды такой случай. Молодой парень, ему нужно было ехать на соревнования. Он пришел на измерение, все было идеально, прекрасная аура, все было прекрасно. Но затем получилось так, что я ему говорю, что-то у тебя, наверное, камешек выходит. Он мне говорит, да не может быть, у меня никогда такого не было вообще. Ну что вы думаете, через 4 дня он мне звонит и говорит, я в больнице попал, и у меня пошел камень. Вот наш прибор. Поэтому здесь, конечно, мы, самое главное, с этим прибором можем сохранить и приумножить свое здоровье. А еще мы сегодня, ну, благодаря всем участникам, которые уже работают с этим прибором, мы покажем вам, как эфирные масла работают. Но это я буду здесь делать, а вы будете смотреть на экране, что будет происходить у нас. Вот. Так что, ну что, начинаем, да, я кладу руку. Да? Лидия Митрофановна, не забудьте украшения снять. А?
Не забудьте снять украшения. Мне кажется, у вас там кольцо. Я все сняла. Все. А. Все снято. Колечко, Видно, колечко. да? Все снято. А Я колечко? просто сейчас не вижу экрана. Я кладу руку на прибор. Давайте, сейчас я даже ручки немножечко вот так вот. Вы меня видите, да? Я-то не вижу. Мы вас видим, но нам еще нужно, чтобы вы вот стерли красные линии, которые вы нарисовали на графиках. Игорь, скажи, пожалуйста, как мне их стереть? Ой, отключите демонстрацию экрана и включите заново, это будет проще всего. Да. Демонстрация экрана. Новая Как это демонстрация. сделать? Там вот наверху написано «Остановить». Вот мы зря, наверное, это попросили сделать. Все. Все. Получилось? Теперь я вхожу, да? Да. Да. Снова демонстрацию экрана. Все. Замечательно. Я кладу руку. Куда нам смотреть? А? Куда нам смотреть? Включаю. Ага. На экран. Графики пошли. И вот Вот смотрите, аура. какими разными цветами у нас Лидия Митрофановна засветилась. Я Лидия Митрофановна, что отвечаю. значит эти синие полосы, желтые, зеленые? Какое оно должно быть? Значит, вообще аура в гармонии бирюзово-зеленого цвета. Все тело у меня замечательное, но все гармоничное. Воды достаточно, я пью, можно немножечко побольше. Что касается окраски головы, то, конечно, здесь существует другая интерпретация. И об этом, конечно, можно говорить много. Но я могу сказать, что здесь реалистичный человек, творческий человек, добрый человек. И самое главное, бирюзовый вот этот столб, который говорит о здоровье, о потенциале здоровья, который присутствует на сегодняшний день. Вот что я коротко могу сказать. Все остальное, конечно, можно при встрече, потому что у всех совершенно будет другая аура. И, наверное, подтверждать Лидия Митрофановна, что... присутствует. Да. А Да. что значит синие и фиолетовые пятнышки? Где? Над головой? Нет, вот слева, справа синие, вот эти синие и бирюзовые в ногах. Не бирюзовые, вернее, а фиолетовые. Ну, это не есть я хорошо. хочу сказать, что в данном случае здесь нужно немножечко обратить внимание. Я сейчас сижу, и, естественно, здесь немножечко закисленная система, поэтому нужно, ну, как говорится, выпить воды и подвигаться. Это на самом деле так, потому что он очень чувствительный. Вот. А вообще по сосудам, если говорить, ну, то вот этот зеленый цвет, он говорит о нормальном состоянии сосудов, венозного кровотока, капиллярного кровотока. Ну, зеленый, да. Хорошо. И Но что вы дело теперь... в том, Ольга Васильевна, А, я хочу сказать, все тонкости, которые касаются ауры, которые касаются графиков, проще, конечно, когда, если понравится это человеку, прийти, договориться. Лидия Митрофановна, нам сейчас нужно посмотреть, что будет, если вы понюхаете какое-то эфирное масло. Поэтому нам нужно понять, что было до того, хотя вы сегодня много чего нюхали, и, в общем, неплохо все, да? Но, тем не менее, вот все-таки внизу есть вот эти фиолетовые пятна, есть синие пятна вокруг. Да, Сейчас... Я беру, Ольга Васильевна, масло лимон. Масло лимон. Видно его, да? Да. Капаю на фильтр, такой вот, на спонж. Что-то много. Ну, что делать? В носу уже не могу. Сразу. Я нюхаю и кладу руку сразу же на прибор. Вдыхаю аромат. Пока вы вдыхаете немножко, Лидия Митрофановна, можно я скажу? Когда в Киеве проводили исследования, все-таки более эффективный результат, как бы, это должно немножко пройти время, там хотя бы минут
15, тогда будет больший эффект. Больший. Да. Но, Но тем не всё равно менее, смотрите, какое движение пошло, прямо активно начало двигаться. Голубая становится. Да, где-то она становится голубой. Вот эти вот И пятна аура перетекают. больше становится голубой. Мгм. Вот, появился зеленый уже столб, но тоже там говорит о здоровье, тоже говорит. Так, следующее масло взять, да? Сейчас А, все. Лидия Митрофановна, вот Да. действительно вы вдохните и немножко подождите. Вот не в тот момент, когда вы вдыхаете. Смотрите, как аура меняться начала, да? Вдохните и хотя бы несколько секунд переждите. Да, она уже стала. Какое Так, масло? сейчас я беру масло иланг. Пусть девочки кто-то расскажет о нем. У нас есть прекрасные там сейчас спикеры Так. сидят, которые знают прекрасно это масло. Расскажите, пожалуйста. Ты пока я капаешь, буду нюхаешь и ждешь, да, и Я буду замолкаешь. нюхать, да. И замолкаешь Рассказывайте на об этом. минутку. Да, молодец, хорошо, спасибо. Кто хочет рассказать об иланг-иланге? Татьяна Панарина прекрасно знает все масла. Татьяна, пожалуйста. Ну, я могу сказать просто коротко, чтобы время не занимать. Наверное, более интересно другой момент, который хочу сказать. Про иланг-иланг. Это шикарное женское масло, афродизиак. Его конек – это снижение артериального давления. Повышенного. Такой сладковатый запах, дорогой запах, и его добавляют в очень маленьких количествах в дорогие духи, дорогой парфюм. В очень маленьких количествах, запах очень сильный и очень хорошо успокаивает, очень хорошо приводит в баланс, ну, скажем так, душу и тело, психоэмоциональное состояние успокаивает. Пока Лидия Митрофановна вот какое-то время проходит, я хочу сказать как изменилась аура от пронюхивания эфирного масла розы. Но про эфирное масло розы можно много чего рассказывать, но оно такое балансирующее, успокаивающее, оно необыкновенное. И если вы каждый день используете масло розы, то обязательно на вас люди будут обращать внимание, лучше будут контактировать и так далее. Пришла ко мне девушка на биопульсар, молодая студентка. У нее графики все в зубчиках, прыгают в зубчиках. Спрашиваю, почему такие нервы? Оказалось, экзамены. И когда я ей предложила вдохнуть, капнула на салфетку одну капельку, предложила подышать, и через 5-10 минут мы стали смотреть заново рядышком, не убирая старые графики, прям рядышком стали смотреть эти новые. Графики абсолютно все выровнялись, аура стала бирюзово-зеленой, и кое-где там синий мелькало, конечно же, но приводя в норму психоэмоциональное состояние, эфирные масла тем самым приводят в баланс и работу всех систем. Ведь психоэмоциональное состояние нормализуется работа центральной нервной системы, эндокринной системы, и все. И пошли графики ближе к зеленой черте, ближе к норме. И самое главное, ровное. Конечно, какое-то время пройдет, мы положим руку, опять там будет что-то не в порядке. Но мгновенная работа эфирного масла, она видна. Попадая на слизистые носа, настолько маленький молекулярный вес эфирных масел, что мгновенно эти молекулы попадают в лимбическую систему, и вот такие чудесные изменения происходят. Вот, конечно, девушка купила эфирное масло розы, она с ним работает и не может расстаться просто с ним. И еще один момент, чтобы я в другой раз не вклинивалась к вам, еще один момент хочу рассказать по графикам, уже не психоэмоциональное состояние, а физическое состояние. Я не врач, я не имею права назвать диагнозы, я говорю, где какая энергия, в каком органе. И пришла доктор,
девушка доктор, где-то около 40 лет ей, и я, значит, говорю, у вас с напряжением работает мочевой пузырь, смотрите, какие графики. Вот. Она посмотрела скептически, ушла. Через 2 дня она приходит и набирает программу на лечение цистита. Это говорит о чем? Если вы чувствуете себя хорошо, даже анализы могут быть хорошие, но сбой работы органа, если начался, график уже меняется. Он уже показывает, если еще нет проблемы, то ждите, она вот на пороге. И чтобы она не случилась, нужно заранее этим заниматься. Вот этот момент мне больше всего нравится в графиках, в работе нашего биопульсара. То есть предупредить то, что уже вот на пороге. Ну, вот как-то так. Да, чтобы не разговаривать. Спасибо. Спасибо Кладу большое. руку. Так, Кладу руку. поехали. Еще раз напомни, какое масло ты брала? Иланка. Иланг. Так. Иланг еще очень хорошо снабжает кровеносную систему и работает на сердечную мышцу прекрасно. Поэтому сейчас у Лидии Митрофановны здесь должно быть все великолепно. А вот у Лидии Митрофановны что-то много синевы появилось. Это что значит, что это не твое масло? Наверное, нет. Убирай его от носа, пожалуйста. Хотя, в общем, тут и желтенькое. Желтые ноги появились. Это совершенно не мое масло. Абсолютно. Следующее какое берем? Возьмем ладан или мяту? Я могу взять ладан. 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 Ну, ладане, это, конечно, совсем не тот ладан, который находится в церкви, потому что здесь ладан очищенный, и пока Лидия Митрофановна будет, вот она показывает уже графики свои, да, сейчас, ну, у нее тут, в общем-то, и неплохо все, да? Ладно, Да, у меня будем графики рассматривать. хорошие. Не будем рассматривать Лидию Митрофановну изнутри. Итак, масло ладана. Ладан. Как? Так, ты пока нюхаешь ладан. Девочки, кто готов о ладане рассказать? Я там вижу Ирина Шатохина. Ты готова? Люда Ольга Боковец. Васильевна, Да, давайте я скажу. Когда мы пожалуйста. были на семинаре, и Сильвия Фриголи, хозяин завода Элексонароматик, он тогда произнес такие слова. Масло ладан – это мозг неба. То есть ладан выравнивает ауру человека, в каком бы состоянии ни было. Я хочу сказать, мы проводили исследование в Харькове. Пришел мужчина, он полностью красный, ну, вы понимаете, да, то есть это полностью, я первый раз видела картину, когда все органы были красные. Ну, там очень большая трагедия, я не буду останавливаться, и он не мог с собой справиться вообще, то есть он нереально, он и к целителям, куда он не ходил только, и когда мы нанесли ладан, конечно, дали ему, потом натерли его, и через полчаса стали измерять, у него появились вот зеленые бирюзовые места. Конечно, не все, но появились места, и такие прям точечные. Поэтому ладан – это масло, которое должно быть у каждого человека в семье, тем более, что это еще масло, которое блокирует онкоклетки. Вот это такое очень важное. Ну и кроме того... Так, Лидия Митрофановна, спасибо, Людмила Яковлевна. Кладу руку. Так. Вот ладан. Объясни нам, что это мы видим? Почему так много синего? Что такое синее? Что оно делает? Девочки, Лидия Митрофановна не убрала прошлый цвет и положила руку. Надо повторить. Лидия Митрофановна, убирай старую картинку и делай новую совсем. Обновление нажмите. Наложилась на старую. Спасибо, Нина. Убрала. Делай Убрала. нам серую. Вот должна абсолютно серая, и теперь клади. Вот. Ну вот совсем вот эта картинка от ладана, да. Вот эта картина совсем другая. Ну вот вы видите.
Сейчас начнется работа с аурой, но она сейчас будет уже очищаться. Но самое главное, Ольга Васильевна, посмотрите, какие хорошие графики. Так, теперь Почти смотрим на графики, всех- да? Теперь пришла очередь Да. графиков. Смотрим графики. Ну, прокомментируйте, Сейчас я пожалуйста, останавливаю. хотя бы несколько, как вот вы говорите, да, на какие точки. Я останавливаю и говорю, значит, смотрите. Так, вот Ольгу Васильевну уберем. Вот в середине дается интерпретация наших ученых и врачей, практиков Европы. Здесь у нас можем мы задавать вопросы клиенту, а также приблизительные, все, какие могут быть отклонения, здесь обсуждаются с клиентом. И так далее, и назначения, которые мы также уже в процессе разговора об этом говорим. Графики. Мы видим здесь графики, конечно, ну, я не так хорошо слала руку, но видно, что если уровень энергии, вот поджелудочная железа, немного повышен, значит, поджелудочная железа работает в повышенном режиме. И мы должны разобраться, почему же она работает. Это мы задаем вопрос, ответ и так далее. И в конце концов, принимая, и консультант пишет программы здоровья, не болезни, мы тем самым корректируем энергетический уровень. И когда вы приходите, или мы делаем следующее, через 3 недели, там, 4 недели измерения, мы смотрим, пришло энергия в норму или нет. Если пришла в норму, значит у нас все, поджелудочная железа работает прекрасно, и она будет в таком духе же работать. Если же, допустим, энергия органа понижена, ну здесь просто нет ни одного органа, ну, совсем понижена, ну вот рот, допустим, здесь мы говорим о том, что у человека нужно идти к стоматологу, посмотреть, какие там проблемки. И ну, именно стоматологические вопросы решить. И тоже мы задаем вопросы, которые у нас есть в вопроснике. И таким образом мы корректируем благодаря картам здоровья, программам здоровья, наше собственное здоровье, здоровье клиентов. Вот таким образом мы можем видеть начало проблемы в органе задолго до проявления болезни. И самое главное, нужно помнить, что мы все думаем, организм самовосстанавливающая система. Нет, она восстанавливающая система до 25 лет. А потом уже замедляются процессы различные окислительно-восстановительных реакций в организме, замедляются процессы синтеза веществ, и на каком-то определенном этапе некоторые вещества уже не вырабатываются в организме. Вот это самое главное. Мы пошли к врачу, как все бегут сразу к врачу, делают анализы и видят. И что? Врач назначил лекарство, вы пропили, мы пропили все вместе, допустим, я пропила. А через 10 дней, через месяц, у меня опять болит орган. Опять мне что-то нужно делать. А почему? Да потому, что надо заниматься профилактикой и лечением клетки, самой клетки, которая также кушает, питается, дышит. И вот когда это мы поймем, что клеточка нуждается в нашей помощи, вот тогда мы будем всегда здоровы. И нужно вот это помнить, потому что болезнь мы можем предупредить благодаря вот этой вот энергии, которая идет. Для чего нам создана ладошка с этими импульсами? Именно для того, чтобы мы считывали эту информацию, помогали своему здоровью, благодаря нашим растительным продуктам, благодаря воде, благодаря занятиям спорта. И таким образом мы будем всегда-всегда здоровы. А особенно, если когда
сейчас я верну демонстрацию экрана, а Да. особенно, когда, вы знаете, вот на сегодняшний день, я когда смотрю на всех, кто работает в компании Vivasan, мы, наверное, все, ну, выглядим очень хорошо, потому что на самом деле мы любим себя, мы любим людей, мы любим жизнь. А любить Лидия мы можем Митрофановна, только тогда, понятно. когда Пос- здоровье. Лидия Митрофановна, с патетикой у нас все хорошо. Тут у нас, да, сейчас мы хотели, вот сейчас то, что мы показали, насколько это интересно, да, давай, знаешь, что попробуем? Попробуем просто выпить водички. Ты выпьешь водички и попробуем, что Давай. будет с этой аурой происходить. А пока я попрошу результаты. Давайте, девочки, прямо короткие, коротко-коротко. Было то-то, стало то-то, да? Ну что, кто следующий? Да. Кто хочет поделиться? У меня Юля была- Сафонова, пожалуйста, Да, Юлечка. у меня у девушки, девушка молодая, 25 лет, показала низкая энергетика по рту, ну, как бы ничего не было понятно. Спустя полгода я ее встречаю, она мне рассказывает, что через месяц у нее заболела десна и было проведено несколько операций. Это то, что увидел биопульсар, а, видимо, ничего не было, и стоматолог изначально ничего не обнаружил. А И можно такое- было бы скорректировать эту ситуацию? Ты же ей что-то рекомендовала, наверное? Ну, у нас же, знаете как, мы посмотрели, чуть-чуть испугались и ушли. Не все Забыли. успевают у нас реагировать на профилактику. А можно если было бы- что-то да, сделать. А если бы она последовала, допустим, твоим рекомендациям и, предположим, хотя бы там эликсир для полоскания рта или какое-то эфирное масло, Да, это да. можно было предотвратить? Ну, там была киста, Мгм. поэтому тут просто могло быть гораздо хуже, если бы она вообще не пошла туда проверяться. А она пошла все-таки. Вот в чем дело, да. У нее Здорово. через какое-то время начало беспокоить, и она вспомнила о том, что она у меня проходила тестирование, и она решила все-таки проверить, что там. Мгм. И вот таким образом выяснили. И потом у меня еще был мужчина, когда показывают, когда мы говорим о высоких, низких энергетиках, высокая, очень высокая энергетика по сердцу показывала, я рекомендовала все-таки обратиться к доктору, к кардиологу, для того, чтобы проконтролировать ситуацию, что происходит. И через 2 недели мужчине сделали операцию. Здесь тоже немаловажно. Есть заболевания, которые невозможно корректировать, и есть то, что можно корректировать. Но когда мы вовремя можем обратиться в нужное время, в нужный час, мы можем спасти кому-то жизнь, даже этим. Да, спасибо большое, Юлечка. Ольга Васильевна, Светлана Николаевна, да, еще рано, Лидия я Митрофановна, скажу, можно? терпите. Да. У меня в Киеве девушка около 40 лет, сделаем биопульсар, у нее показывает костная система. Ну и рекомендации. Она говорит, у меня ничего не болит вообще, и даже как бы и вообще, ну, это было еще начальное такое, да, еще знаний, может, таких больших не было. Ну, не болит, не болит. Через 8 месяцев она мне звонит и говорит, то, что вы говорили, уже у меня есть. 8 месяцев прошло. Она пошла к доктору, ей назначили очень большое количество лекарств, но она не стала, она говорит, так, давайте, что вы мне там говорили, я буду только брать продукцию. Там немножко затянулся, то есть мог бы быть результат гораздо быстрее, затянулся по времени, но результат очень хороший, положительный, без лекарств. Вот Но, такой. тем не менее, если бы тогда, когда вы это увидели, Да, она скорректировала очень небольшими какими-то вещами, то, возможно, все это облегчило бы такие страдания. Потому что мы запоминаем, когда вот мы предупредили человека, и у него это случилось. А здесь-то наша задача-то предупредить человека, чтобы он что-то поправил, чтобы этого не случилось. Но, к сожалению, люди легковерные, да? Так, кто еще хочет рассказать? Спасибо, коротко. Можно я расскажу? Да, пожалуйста, Людмила. У меня где-то 5 лет назад женщина, 46 лет, я увидела на пульсаре, что у нее гормональное нарушение. Я спросила деликатно, месячные на тот момент шли, все было абсолютно нормально. Ну, проходит 2 месяца, женщина звонит и говорит, у меня вообще начался климакс. Ну, я сразу догадалась, потому что она была настолько встревожена.
То есть она сразу пришла, мы ей подобрали программу. Ну, первое – это восстановление обменных процессов, то есть вот артишок, можжевелоксат, ну, как обычно. Она пропила буквально несколько дней и тут же подключила фитос-40. У нее сразу же прекратились сразу же прекратились приливы, они уже были. Вот. И все, и начались месячные. И она, в общем-то, уже 5 лет у нее прекрасно, ну, все, восстановился гормональный фон. Так, хороший результат. Спасибо большое, Людочка, Вот, спасибо. Васильевна, Ну что, я Лидия просто Митрофановна, хотела- показывай свою картинку. Можно я скажу? Я хочу просто сказать, что мы не делаем диагностику, мы просто делаем измерения. И потом рекомендуем, как исправить энергетическое поле. Вот это самое главное, чтобы не было никаких вопросов, потому что мы не Мы не будем. Лидия Митрофановна, мы не будем, мы поняли. Кладите Ой, ручку. а можно мне прям минуту по поводу как раз в тему энергетического измерения? Хорошо, сейчас, Татьяна Николаевна, а ты пока, Лидия Митрофановна, включи пока свою эту самую демонстрацию экрана. Мы же видим так. Да, Татьяна Николаевна, говорите, пожалуйста. Так вот, по поводу энергии. Тоже в начале моей работы на биопульсаре мама привела ко мне девушку, 23 года, была вот бледненькая такая, еле идет, прям вот буквально, как будто что-то с ней происходит непонятное, потому что они уже ходили к врачам, и как бы все вроде бы ничего, и анализы нормальные, кардиограмма нормальная. Хотели понять по биопульсару, на какую конкретную проблему обратить внимание. А когда она положила руку, вот честно, я такую картину видела впервые. Графики все были внизу, все, по всем органам внизу. То есть энергии у человека никакой. Аура была вот не такая, как сейчас у Людмилы Митрофановны, вся глупая, зеленая, а вот серая с красным, ни одного зеленого или голубого пятнышка. То есть прямо настолько меня это пугало даже, но девушка пугать не стала, сказала, что вся проблема в отсутствии энергии. Она говорит, да, я прямо чувствую, потому что был серьезный стресс на работе еще, там загрузка большая, и человек просто был истощен. И после того, как у нашей системы биопульсар были рекомендации, она взяла всю продукцию по рекомендации, так сказать, вот проблемы, которые мы видим по всем органам. И через 3 месяца, когда она пришла уже делать повторно, уже там было в основном все зелененькое, синенькое. Главное, что она пришла одна без мамы, веселая, румяненькая. Вот прямо такой быстрый прогресс, энергия. Вопрос вот в энергии. Могу я теперь сказать, посмотрите, пожалуйста, какая аура, почему синее ушло. Я хотела тогда сказать, я очень хотела пить воду. Система была закислена. А сейчас абсолютная гармония во всех органах. И поджелудочная железа даже пришла к норме, потому что ей тоже хотелось пить. Что значит вода? Поэтому мы должны всегда пить воду, как положено, до еды 30 мл на килограмм веса. Вот это явный показатель вот на сейчас, вот сейчас, здесь и сейчас, что такое вода для организма. И вот, да, Лидия Митрофановна, а теперь смотрите, вот сохранили вы первую картинку, где были синие ноги там и прочее? Нет, ничего я не сохранила. Ну, жалко. Но если вы помните, просто ведь прошло уже минут 20, наверное, после того, как ты первое масло понюхала, да, и вот эти 3 масла, и всего-то там было по несколько секунд, плюс вода, которая вот, это вот еще раз говорит о том, что надо обязательно пить воду. И в обычной жизни. А когда эфирные масла... А когда эфирные масла подключаются, или вообще какие-то, даже травы, если вы пьете, или, ну уж не говоря о лекарствах, это обязательный пункт. Вот, смотрите, вот просто, конечно, это не вечная картинка, нам бы хотелось выйти в лес, подышать сосновым воздухом и выздороветь навсегда. Но потом мы делаем всякие разные вещи, неправильные, но если мы видим, что мы можем влиять и на свою энергию, на свои органы таким образом, и можем увидеть проблему, вы просто сегодня мы чуть-чуть прикоснулись к этой теме, потому что тема очень серьезная и обширная, и она дает такой огромный простор для возможности влиять на свое здоровье, в хорошем смысле этого слова, что, конечно, биопульсар – это еще то чудо. Скажите,
Скажите, пожалуйста, все наши дорогие зрители, потому что я вижу там и Москва, Питер, Украина, всегда с нами, спасибо вам большое, Минск, Казахстан, наши города, Орел, Липецк, Тамбов, Москва, город Сафоново, Смоленска, так, что еще у нас там, Шебекино, Липецк, ну, в общем, много еще чего-то не увидела еще пока в соцсетях, наверное. Скажите, пожалуйста, насколько было убедительно вот то, что мы рассказали? Возможно, кто-то с этим знаком, кто-то не был знаком совсем с таким аппаратом. Я могу сказать только одно. Разумеется, у этого аппарата есть сертификаты, самые серьезные. И оригинальные сертификаты, европейские, немецкие, и, конечно, сертификаты соответствия. Разумеется, вы можете набрать биопульсар рефлексограф и посмотреть в интернете, что это за аппарат, компания Aura Med, кем он был выпущен. Но к этому аппарату еще нужны обучение и знания, и тем более, конечно, опыт. Поэтому спасибо всем, кто сегодня поделился. Жанет, есть у тебя что сказать по этому поводу? Да, я хотела сказать, как бы уже в заключение, наверное. Мне очень запомнилась фраза, когда мы проходили обучение на этом аппарате на Кипре. Я думаю, многие здесь люди, которые участвуют, помнят это. Да? И мне тогда очень запомнилась фраза, что такие аппараты – это аппараты будущего, приборы. Потому что действительно сейчас Земля изменила свое магнитное поле, и все очень много говорят об энергии, а этот аппарат, он действительно показывает уровень энергии. И тогда было сказано, что в каждом доме такие аппараты будут. Ну, то есть это недалекое будущее, по сути, да. То есть, если мы вспомним, никто еще лет 20 назад даже и не думал, что будут у нас приборы для измерения давления, которые раньше были только на скорой и в поликлинике, или там приборы, которые измеряют уровень сахара в крови, да. Вот. А сейчас они, в принципе, в домашнем использовании, все эти приборы. Так вот, это аппарат будущего. Конечно, будут другие модификации, они могут быть, может быть, какие-то как наручные часы будут, но я то есть хочу сказать о том, что это действительно нанотехнологии, это наше будущее. И просто к этому нужно сейчас спокойно относиться и принимать это, потому что время сейчас изменилось. Ну, как бы, можно я еще скажу? Томас Эдисон сказал, врач будущего не будет прописывать лекарств. Он пробудит интерес у пациента к своему здоровью и научит предотвращать болезни. Это было сказано более 100 лет назад. Так что мы, наверное, пришли в тот период, когда вот можем предотвращать. Девочки, можно я тоже добавлю, да? Васильевна, звук. Васильевна, микрофон. Я все время боюсь лишних звуков, поэтому... Девочки, можно я тоже добавлю, да? Сейчас, Нин, секундочку, ага, сейчас я дам тебе слово. Вы знаете, часто мы слышим, почему ты не хочешь прийти? То есть это быстро, это без переодеваний, раздеваний, это ну никаких проблем, и это недорого совсем. Почему ты не хочешь прийти на аппарат биопульсар? Что мы слышим в ответ? Я боюсь. Я там что-то увижу. Ну так, милый мой, если ты сейчас, где логика-то? Если ты сейчас это увидишь, ты можешь это предотвратить, можешь исправить вот в ту же секунду, да, мы же все знаем об этом. Ну вот лучше пусть будет вот как есть, но я знать об этом не буду, мне будет легче. Неправильный это подход, хотя сама боюсь иногда, все равно. Вы знаете, Ниночка, давай, говори. Что ты хотела добавить? Я хочу сказать, что самое ценное, то, что на нашем приборе, уникальном биопульсаре, мы видим психоэмоциональное состояние человека. И мы видим то, что можно предупредить уже создавшуюся проблему. Вот это самое ценное. И еще хочется сказать, что я очень люблю эту фразу, я ее сама как бы так немножечко домыслила и очень часто ее говорю. Еще великий Гиппократ сказал: врач спасет, но не вылечит.
а излечит до конца только природа. Так вот, Вивасан – это и есть природа в чистом виде. Точно. Спасибо. Ольга Васильевна, звука Ольга нет. Васильевна, микрофон. Ольга Васильевна. Микрофон. Я так стараюсь разговаривать и все время забываю. Спасибо всем, потому что час уже кончился, в Инстаграме нас уже завершили смотреть. Все, кто нас смотрели в соцсетях, пожалуйста, там все, кто новенькие, кого это заинтересовала информация, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Кто смотрит на сайт zkbv.ru, внизу будет анкета. Подписывайтесь на наши новости. Мы стараемся достаточно такую, такую уникальную информацию, которая сейчас нужна всем давать. А есть еще много информации, которую мы бы с удовольствием будем с вами делиться. Подписывайтесь на наши новости. Не забудьте нас лайкнуть. Не забудьте передать и поделиться нашим эфиром. И я думаю, что если вас заинтересовала эта программа по биопульсару, мы с удовольствием не просто повторим ее, мы расширим ее, мы сделаем ее более, так сказать, более конкретной. Ну, а заодно приходите, потому что, смотрите, те эксперты, которые присутствуют, это те города, практически все города России, где есть биопульсар, где вы можете прийти в офис и провести вот это измерение. Поэтому приходите, звоните, и, возможно, это спасет жизнь. Может быть, жизнь и уж точно здоровье наладить. И еще подарок – это карта здоровья. Да, у нас есть те, кто обратятся и подпишутся, и обратятся. Мы после того, как проведем измерение, бонусом, подарком будет личная карта здоровья, индивидуальная, персональная карта здоровья по всем проблемам. И вы удивитесь, насколько недорого она будет стоить в месяц. А уж результаты, конечно, покажут все остальное. Всем большое спасибо. Не забудьте лайкнуть, подписаться, поделиться нашим эфиром. И приходите к нам, ребят, приходите. Спасибо большое. Оставайтесь здоровы. Пока-пока. До свидания. До свидания.